Друзья, всем привет! Как дела? I'm Natalie. Welcome back to Natalie Practical Russian. Do you read books? Do you think you read enough books? How many books have you read in your life? I assume you already guessed what we are talking about today. Yeah, I am going to tell you about books and a little bit about Russian literature. And I want to show you my book collection. Ready? Oh, no, wait. Please find the link in the description below and subscribe to my email. And my special material will be sent to your email immediately. This is a survival kit with Russian phrases. Okay, books. I love this topic. Let's go. Добрый день! Сегодня интересная тема – книги. Сегодня мы будем говорить о книгах. Сегодня я покажу вам мои книги. Дома у меня есть коллекция книг. В моей коллекции есть книги, которые я читала и которые я не читала. Я знаю, сейчас люди читают меньше, чем раньше. Сейчас люди смотрят фильмы, сериалы, видео в интернете. Люди проводят очень много времени в интернете. Поэтому книги не такие популярные, как раньше. Честно говоря, я тоже люблю смотреть видео в интернете. Но я уверена, что книги лучше, чем фильмы, сериалы. Как вы думаете? У меня сейчас нет книжного шкафа, поэтому все мои книги лежат в коробке. Но сейчас они здесь, на столе. У меня есть классическая литература и современная литература. В России дети в школе читают классическую литературу. Когда я училась в школе, я тоже читала классику. Я читала много в детстве. Сейчас люди предпочитают читать современную литературу. У меня тоже есть современные книги. Я думаю, вы слышали такие имена, как Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, правда? Я уверена, что да. Хорошо. Первая книга из русской классики – это Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Это том Пушкина. Это старая книга. В этом томе есть драмы и романы. Я люблю драмы. Я прочитала все драмы в этой книге. Также здесь есть романы. Например, «Капитанская дочка». «Капитанская дочка» – очень известный роман Пушкина. Если вам нравится классическая русская литература и вы готовы читать классику, я советую это произведение. Следующая книга – это Чехов «Рассказы». Я прочитала все рассказы в этой книге. Рассказы Чехова обычно короткие, 10-15 страниц. Чехов писатель-реалист. Он писал о проблемах человеческой души. В своих рассказах он давал психологический портрет героя и описывал ситуацию, как герой поступает в разных жизненных ситуациях. Это очень хорошая книга. Следующая книга из русской классики – это Тургенев «Отцы и дети». Я тоже читала эту книгу, я читала ее в школе. Главная идея книги – это проблема поколений. Отцы и их дети не понимают друг друга, потому что они из разных поколений. Это любовный философский роман.
Тоже очень интересная книга, но она трудная для чтения. Следующая книга «Достоевский. Идиот». В этом романе идиот один главный герой. Он прекрасный, положительный молодой человек. И этот герой отличается от других людей в обществе. Поэтому он выглядит как идиот в этом обществе. Это главная идея романа, что хотел сказать Достоевский. Эта книга также очень трудная для чтения. Я знаю, многие люди изучают русский язык, потому что они хотят читать Анну Каренину. Анна Каренина – это очень известное произведение. Ее автор Лев Николаевич Толстой. Лев Толстой. Я думаю, вы слышали. У меня нет этой книги сейчас, но я читала ее в детстве. Я читала Анну Каренину, когда училась в школе. Еще у меня есть две книги. Это не русская классика, это «Портрет Дориана Грея» и «Великий Гэтсби». Я не читала эти книги, я смотрела фильмы. Я думаю, моя сестра дала мне эти книги. Я планировала читать их, но до сих пор я не нашла времени на это. И я бы с удовольствием читала эти книги на английском, но не на русском. Хорошо, и сейчас мы поговорим о современной литературе. Я увлекаюсь психологией, поэтому я читаю книги по психологии. У меня есть «Психология лжи» Пол Экман. Я не очень помню эту книгу, если честно. Также у меня есть книга «Сила настоящего» Экхарт Толле. Это очень хорошая книга. Я думаю, что люди не живут в настоящем. Большую часть времени мы думаем и говорим о прошлом или о будущем. И это правда. Следующая книга – это Алан и Барбара Пис «Ответ». Это удивительная книга. Я читала ее 2 года назад. Эта книга «Хорошая мотивация». Я поняла, что люди могут намного больше, чем они в действительности делают. И также у меня есть книга «Хочу и буду» Михаил Лобковский. Это русский психолог. Если честно, эту книгу трудно читать, потому что в книге очень много умных фраз, но нет никакой истории. Много утверждений, много умных мыслей. Но эта книга помогла мне изменить мою жизнь. Я люблю читать книги, анализировать книги, делать выводы, и я надеюсь, книги помогают мне изменить себя и также изменить мою жизнь. Обычно книги по психологии я начинаю читать, читаю до середины и больше не читаю. Я не знаю почему, но я теряю интерес. Может быть, основные идеи находятся в начале книги. И это не роман, не детектив, поэтому мне не надо знать конец книги. Следующая книга, она лежит у меня на столе, это «Любовь, стиль, жизнь» Гаранс Доре.
Это книга о любви, о стиле, моде, и это история жизни одной девушки. Это очень красивая книга, здесь есть много фотографий, и эта книга выглядит как блог. Есть фотография и есть текст, как в Инстаграме. Фото и пост. Да, я читала эту книгу, и вот место, где я закончила. Да, я прочитала половину книги. Как обычно, только половину. Следующая книга – это «Администратор Инстаграм». Мои друзья смеялись, что я читаю эту книгу, но я узнала много нового. Сейчас я знаю, что администратор Инстаграм – это профессия и очень популярная профессия, потому что люди проводят много времени в социальных сетях. Маркетологи продвигают бизнес в Инстаграме. Но эта книга 2018 года, она была опубликована 2 года назад, поэтому я думаю, эта книга старая. Прогресс идет очень быстро. Я думаю, сейчас в Инстаграме много новых фичей. Да, мы используем слова из английского. Это сленговое слово feature от слова feature. Хорошо. И последняя книга – это «Сапиенс» Юваль Ной Харари. Это очень известная книга, я не читала ее, но я планирую читать ее в будущем. У меня есть эта книга на русском языке, и также у меня есть электронная книга на английском. И сейчас я не знаю, лучше читать на русском или на английском, потому что я слышала, что эта книга не очень простая. Да, я предпочитаю читать книги на английском сейчас. Поэтому я покупаю и читаю книги на английском онлайн. В России не очень просто купить книгу на английском. Да, в книжных магазинах есть секция, отдел с книгами на английском, но это учебники. Я не люблю читать учебники. Я советую читать учебники, тексты из учебников, если ваш уровень недостаточно хороший. Но если ваш уровень хороший, вы можете читать на русском, например, на любом иностранном языке. Я советую читать книги по интересам. Например, вам нравится спорт, вы можете читать книгу об известном спортсмене. Это все книги, которые я хотела показать сегодня. В описании есть вопросы, вы можете ответить на эти вопросы, чтобы проверить, как вы поняли это видео. Спасибо за внимание. Of course, these are not all books I read in my life. Have you read Russian literature? What is this book? I look forward to your comments. And there are just 2 clicks to get my free book with common Russian phrases. The link is in the description below. Do it right now, okay? And after watching this video, please check the question in the description section and answer them. This will help you to practice your speaking skills in Russian. Thank you for your attention. Спасибо, до встречи, пока-пока.